Всем привет! Поскольку много было просьб снять продолжение видео про медовуху, как я делаю медовуху, и в комментариях, и в личку ВКонтакте люди писали, покажу вам, что с ней дальше делать. Напоминаю, что делал я медовуху из 1,5 килограмма меда с гидромодулем, вот это 1,5 на 12 литров воды. Дрожжи были вот такие. Оставил пакетик специально, чтобы вам еще раз показать. Это пивные дрожжи, которые у меня остались от варки пива. На них же я и поставил медовуху. Я уже слил первый раз медовуху, с осадка снял с бутыли. То есть я один раз уже снял с осадка. Перелил в другую емкость. Осадка получилась где-то на литр. Я оставил, я не стал трогать, я не люблю муть. То есть литр мы потеряли. Плюс там мы потеряли чуть-чуть еще. То есть грубо осталось у меня 10 литров. Это грубо, округленно. То есть я поставил медовуху на вторичку. Вторичное дображивание. Это убирает лишний осадок. И вторичное дображивание у меня происходило при температуре где-то примерно 15-17 градусов, то есть в прохладе. Это осаждает оставшиеся дрожжи, которые там плавают, и завершает вот этот процесс брожения. Вот так это сейчас выглядит. Так вот по-колхозному с перчаточкой, она вот видите, за все время там стояла, надулась прям, практически надулась. Да, самое главное, забыл вам сказать, что бродила она у меня первичное брожение, которое было, прошло 28 дней. Отбродила, сейчас отстоялось еще 10 дней. И сейчас мы это будем обычным шоферским методом заливать в бутылки. Бутылки можете заливать в любые, то есть стеклянные с хорошей крышкой, можете в обычные пластиковые крепкие бутылки от какой-нибудь там колы, от чего угодно. Но если вы заливаете в стекло, то обязательно одну бутылку залейте пластиковую, чтобы контролировать процесс карбонизации, который я вам сейчас покажу. То есть чтобы сделать газированную медовуху. Сейчас я перелью и покажу вам дальше. Ну что, в общем-то, все разлил по бутылкам. Я люблю вот такие вот бутылки стеклянные с такой крышкой. Очень удобные. Но, как я и говорил, контрольная бутылка будет пластиковая. Обычная пластиковая, любая бутылка. Теперь вот то, что мы залили, рассчитывайте, что сюда нужно добавить на 1 литр медовухи чайную ложку меда. Можно добавить больше, но есть опасность того, что у вас либо слишком сильно карбонизируется, и просто когда будете открывать, полбутылки уйдет на пену. Поэтому так вот примерно опытным путем у меня получилась 1 чайная ложка на литр. Добавлял по столовой ложке, чтобы было послаще. В принципе, только газов больше, а так разницы великой я не заметил. Сама медовуха по цвету, вот вы видите, получилась такая прозрачненькая, желтая. Мед был темноватый, поэтому такой цвет. Не ярко-желтый, немножко темный, но цвет красивый. По запаху классная. Немного есть пивной запах. Это от хмеля. Но он уходит со временем. И напоминаю, что выдерживать ее лучше всего в районе полугода. То есть в идеале это прям полгода, а потом только пить. Можно пить через месяц. Раньше не рекомендую. Сейчас она напоминает сухое вино, наверное. Немножко по вкусу. Вполне себе приятное, но это не то. Хотя можно вполне нормально употреблять. Градусность слабая, как я и хотел. Поэтому сейчас я добавлю туда мед, закрою крышками и дальше оставлю в комнатной температуре на несколько дней. Это может примерно пройти от 3 до недели, от 3 дней до недели, иногда больше. Нужно достичь того, чтобы пластиковая бутылка стала как барабан, вот как продают газированные напитки, то есть надутая. Когда добавляем, выдавливаем оттуда воздух изначально и закрываем крышку. Потом она начнет там газироваться, пойдет еще раз брожение от меда, от сахара. Ее раздует. И смотрите, чтобы она вот у вас не рванула. То есть дошла до стадии такой надутой слегка, но не изменяющей форму бутылки. И убираете все в прохладу. Убираете на дальнейшее хранение. И как бы я говорю, пробовать ее начинать лучше через месяц. А в идеале, чем дольше, тем лучше. В принципе, долго совсем она у меня не стояла. Самый максимум год был. В остальное время она выпивается раньше. Просто получается такой легкий, алкогольный, приятный напиток, который можно прийти вечерком, выпить кружечку и отдыхать просто спокойно. Расслабляет, в ногах тяжесть образуется, ходить вам уже особо работать что-то не захочется. Поэтому это напиток такой для отдыха. Наверное, больше сказать нечего. То есть все я вам рассказал, все пропорции указал. Делайте, все получится классно. Какие бы специи ни положили, все будет шикарно.
Как правило, она всегда вкусная получается, нет там каких-то мерзких, неприятных тонов там от каких-то специй. Ну, если вы специи не любите какие-то, то их не кладите. Так, в первом видео есть рецептура, по которой я делал. Вы можете экспериментировать, делать по любой своей. Ну, на этом вроде все. Всем удачи!